Сегодня в Международный день борьбы с коррупцией, который традиционно отмечается 9 декабря, мы будем говорить о методах борьбы с этим достаточно живучим явлением нашей жизни, который типичен, увы, для всех стран мира. Давайте начнем сначала по причинам коррупции в России и отличие от западной коррупции, да, так называемая западная коррупция. Дело в том, что российская коррупция, она является результатом не договоренности, как на Западе, конкретного лица или конкретного бизнесмена с целью получения каких-то преференций. Она является прежде всего результатом избыточных функций государства. У нас 1800 избыточных функций. Да, это некая часть идеологии, как президент совершенно верно сказал еще в 2008 году, коррупция подменяет во многом систему государственного управления. Это результат неэффективного гражданского общества, малоэффективного гражданского общества. Пока отсутствует политическая конкуренция и эффективное представительство граждан в различных собраниях. Да, президент принимает национальный план, понимая всю эту проблему. И в национальном плане, кстати, это первый документ, потом появилась национальная стратегия по противодействию коррупции. Появился ряд законов, и, кстати, вот благодаря президенту только появился закон о противодействии коррупции, о котором так долго говорили. Появилось юридическое определение коррупции. И появились некие шаги практически к реализации тех задач, которые стояли. Вот это позитив, да, мы создали правовую базу. Но за это время коррупционная система в России, она не просто некое криминальное явление или общественное явление, это бизнес, который оценивается в 300 миллиардов долларов в год, который имеет свои сектора, госзакупки, да, управление бюджетом, управление федеральной и муниципальной собственностью, управление природными ресурсами. Это сектора экономики, латентной экономики. Это межведомственные отношения. Это, в принципе, восприятие государственной службы как бизнеса и с целью личного обогащения, либо обогащения групп. И обо всем этом честный разговор с президентом он состоялся. Мы говорили о том, что нужно делать. И определили некие направления, основные направления, практические направления. В юридическом плане все-таки надо набраться мужества и ратифицировать статью 20 Конвенции против коррупции, которая вводит понятие незаконного обогащения. Да? Но если мы говорим, что это криминальный бизнес, нужно бороться с результатами этого бизнеса. Не просто посадить чиновника на 5 лет, на 4 года, да, а забрать у него то, что он нажил в результате своей активной жизненной позиции, криминально активной жизненной позиции. Это первое. То, что нужно сделать в организационном плане. Все-таки нужно избавиться от избыточных функций. Об этом с президентом говорят много, об этой позиции торгово-промышленной палаты и ряда, в том числе депутатов и сенаторов, кстати. Но все ждут команды. Такая команда должна пройти. Я думаю, что она пройдет, и такие уже обещания взяли на себя представители Народного фронта, что они в конце концов ведут эту историю до конца. Теперь почему и как мы можем оценить, почему у нас не работает то, почему у нас не работает все, даже те же самые общественные советы. Общественные советы по своей сути, они формируются, принцип формирования заложен и ответственность на бюрократию. Бюрократия никогда сама себя не лишит тех удобных, вольготных условий, которые мы существовали. Когда у нас была встреча с президентом очередная, он сказал, что говорит, почему вы думаете, что бюрократ что-то отдаст? Он прав, он правильно он говорит, потому что говорит, это надо отбирать, это нужно эти функции отбирать, дополнительные функции. Для этого мы все-таки должны в конце концов пройти к реальной административной реформе. Когда Дмитрий Анатольевич находился в Сингапуре, он очень обрадовался, когда он открыл русский ресторан, да, на сайте, там, в течение, по-моему, 10 минут он зарегистрировал бизнес. В Сингапуре всего 500 функций. Мы очень любим пример Сингапура, там всего 500 функций государства. У нас 1800 избыточных и 800 дублирующих. А это чиновники. При этом у чиновников
мы все время слышим, не очень высокая заработная плата, не очень большие социальные гарантии. Но я, вот, например, читаю лекции студентам, и я задаю вопрос, кем вы хотите быть после окончания юридического факультета? Они говорят, мы хотим идти на государственную службу. Я говорю, ну а как же зарплата, еще что-то. Ну, вы знаете, они даже не понимают, что они говорят о коррупции. Они говорят, мы вот немножко наработаем связи и уйдем в бизнес. А это и есть коррупция. Поэтому то, что сделано, и сделано задел большой, правовой задел. Дальше нужно менять механизмы, как политические механизмы. Их надо подстраивать в эту систему, да, выводить из такой стагнации. И второе, что нам необходимо делать, это, конечно, цивилизованно готовить общество, потому что даже если мы возьмем те же самые поправки в Уголовный кодекс антирейдерский, который напрямую связан с коррупцией, у нас до сих пор бизнес не научился работать с юристами. Ну, не научился. А это тоже правовая грамотность. И, наверное, бюрократия должна понять для себя, что коррупция нарушает основной принцип, это принцип справедливости в стране, что приводит к жесткой социальной напряженности, а потом производит от протестности, может прийти более тяжелые последствия. Когда это будет понимание угроз, да, угроз для бюрократии и дальше угроз для общества, потому что коррупция нарушает принцип формирования элиты, принцип справедливого обеспечения функций государства, функций безопасности, социальные функции. Вот тогда получится групповой интерес. Иначе этого никогда не произойдет.